Круизный лайнер Norwegian Breakaway, попавший в шторм в Атлантике. На борту было 6000 пассажиров, и они попали в сильный шторм в Атлантическом океане. Лайнер отправился в недельный круиз из Нью-Йорка к Багамским островам, однако в середине пути его застиг сильный ураган. Порывы ветра до 200 км в час раскачивал судно так, что люди едва могли устоять на ногах, цепляясь за мебель и лестницы, а с полок летела посуда. Капитан судна принял решение пройти от Багамских островов до Нью-Йорка через лютый шторм и превратил путешествие из тропического рая в круиз по аду. Пассажиры морского лайнера Norwegian Breakaway опубликовали видеоотчет об отпуске, который они провели, засыпая в коридорах, спасаясь от проникающей всюду воды и морской болезни. Некоторые пассажиры проходили 3 суток в спасательных жилетах, потому что боялись кораблекрушения. Среди пассажиров было немало американских миллионеров. На спутниковом снимке видно, что всю Атлантику вдоль восточного побережья США накрыл циклон Бомба. Столкновение с ним беглец выдержал, но удовольствия от такого приключения пассажиры не получили. Выходы на палубу были закрыты, но судно сильно качало, и при этом забортная вода проникала повсюду. Она лилась через шахты лифтов, заливала полы в холлах. Большая часть заведений на судне не работала. Спасаясь от воды, многие спали в холлах. Некоторые 3 дня проходили по качающемуся судну в спасательных жилетах, опасаясь, что оно все-таки пойдет ко дну. Другие не выходили из каюты из-за морской болезни и выражали недовольство в Твиттере. «Никогда больше не поплыву на Norwegian Breakaway. Это самый страшный круиз. Все, что нам сказали, это что буксиры не смогли добраться до частного острова круизной компании. И мы просто пошли обратно, никакой информации, ничего не сообщают. Больше 3 суток, страшные волны, всю семью тошнит. Мы заперты внутри кренящегося корабля. Отвратительно». Персонал лайнера всячески пытался избавиться от воды. Все было устлано лишним одеялами, полотенцами и даже халатами, но это все равно не помогало. Слишком смелый капитан, что подверг человеческой опасности, и провел лайнер через Атлантический шторм, а можно было принять совсем другое решение. Пассажиры круизного лайнера «Гимн морей» Anthem of the Seas засняли на видео шторм в океане, который привел к серьезной качке на судне. В 2016 году Anthem of the Seas при переходе из Cape Liberty, Нью-Йорк, в порт Канаверал, Флорида, у берегов Южной Каролины попал в сильный шторм с 9-метровыми волнами и ветром до 240 км в час. Никто не пострадал, но гости были сильно напуганы. Молодые люди снимали бушующую за окном иллюминатора стихию, находясь на 3-й палубе. Во время съемки на корабль накатила 9-метровая волна. Пассажиры решили, что корабль начинает тонуть. Впрочем, своих эмоций на камеру они не показали. Известно, что лайнер следовал из Нью-Йорка во Флориду и попал в шторм. На борту находилось около 6000 человек, вместе с обслуживающим персоналом, из них 4 получили незначительные ранения. Пострадало и судно, кое-где в каютах оказалась повреждена мебель, разбиты цветочные горшки, а над одной из палуб частично обрушился потолок. В сеть попало видео, снятое пассажиром круизного судна во время сильного шторма. Как выяснили, круизное судно Anthem of the Seas, «Гимн морей», попало в сильный шторм у берегов штата Северная Каролина, высота волн достигала 9 метров. Anthem of the Seas шел из Нью-Джерси к Карибским островам и проходил мимо берегов Северной Каролины, когда начался шторм. Капитан пытался обойти центр урагана, однако, вскоре пришлось выбираться в сторону любого укрытия кратчайшим путем, и лайнер в итоге укрылся в одном из портов Флориды. На видео также попал фрагмент, в котором пассажиры идут по коридорам корабля и выходят в холл. Там видно, как по шахтам лифтов хлещет вода. Лайнер был вынужден вернуться в Нью-Йорк. Человек давно освоил мореплавание. Мы отправляем по воде огромные танкеры и баржи, плаваем в дальние круизы, рыбачим в океанах и так далее. Однако стихия всегда остается неподвластной человеку, и может настигнуть его в самый неожиданный момент. Как в шторм спасали людей с огромного лайнера.
Корабль Viking Sky несло на скалы. Спасатели работали всю ночь, эвакуируя людей с огромного круизного лайнера Viking Sky у западных берегов Норвегии. У корабля отказали двигатели, когда начался шторм и огромные волны достигали высоты более 10 метров. Лайнер высотой с небоскреб, на котором было 1300 человек, несло на скалы. Команда подала сигнал СОС, и спасатели начали эвакуировать людей. Из-за огромных волн внутри корабля переворачивалась мебель. Инцидент произошел днем. Спасательная операция продолжалась всю ночь. Более 300 человек удалось поднять с корабля вертолетами. Команде удалось запустить 3 из 4 двигателей. Лайнер в сопровождении буксиров начал движение к ближайшему порту. Эвакуацию проводили 5 вертолетов и спасательные суда. Спасательная операция проходила в очень сложных условиях. 17 человек получили травмы. 3 из них, как сообщается, серьезные. Одно из спасательных суден тоже имело проблемы с двигателями. Команду этого плавсредства пришлось эвакуировать. «Мы как раз обедали, когда корабль начало трясти», — рассказал Джон Карри. Он описывает события, как полный хаос. Разбились окна, внутрь корабля попала вода, мебель переворачивала из-за сильной качки. Пассажиры говорят, что никогда не видели ничего более страшного. Я начала молиться. Молили Бога о спасении всех, кто был на борту. Путешествие на вертолете было ужасным, рассказала пассажирка Джанет Джейкоб. Корабль шел из норвежского города Ставангера в Тромсё. Пассажиры разместили в сетях видео, на котором видно, как сильно качает лайнер, внутри двигается и переворачивается мебель, падают детали интерьеров, частично обвалился потолок в одном из залов. Рыбак Ян Эрик Фискерстенд, чья лодка была одной из первых, пришедших на спасение лайнера, рассказал Афтен-Пастен, что еще буквально несколько минут, и все могло закончиться очень плохо. Лайнер был на грани катастрофы. Если бы они не запустили двигатели и не бросили якорь, он мог наткнуться на скалы, говорит местный капитан Олаф Магнистрамсхольм. Эти места у норвежских берегов называют кладбищем кораблей. Более 300 человек подняли с лайнера. По информации норвежских СМИ, среди пассажиров были граждане США и Великобритании. Попавший в шторм пассажирский лайнер Voyager в Средиземном море, недалеко от Балиарских островов, попал в бедствие пассажирский лайнер Voyager. Береговые службы Испании и Франции зафиксировали сигнал СОС. На борту корабля 480 пассажиров и почти 300 членов экипажа. Voyager, шедший из Сардинии, попал в сильный шторм в районе острова Минорка. К судну направлены 2 спасательных корабля Испании и Франции. Однако в районе бедствия продолжался шторм. Высота волны достигала 14 метров. Скорость ветра – более 100 км в час. По словам представителей французской береговой охраны, связь с Voyager осуществляется с помощью азбуки Морзе, что говорит об ужасном положении судна. Патрик Адамсон, пресс-секретарь компании V-Ships, сигнал бедствия с лайнера Voyager, который находится недалеко от острова Минорка, был получен около полудня. На борту 776 человек, из них 480 пассажиры. По информации, двигатели вышли из строя, по всей видимости, из удара мощной волны. Отключилось электричество. Несколько человек получили незначительные травмы, их состояние опасений не вызывает. Предположительно, лайнер удастся доставить к берегам Сардинии к завтрашнему утру. К Voyager были направлены 2 спасательных корабля Испании и Франции. Однако в районе бедствия продолжается шторм. Высота волн достигает 14 метров. Скорость ветра – более 100 км в час. По словам представителей французской береговой охраны, связь с Voyager осуществляется с помощью азбуки Морзе, что говорит об ужасном положении судна. Однако команде Voyager все же удалось завести второй двигатель.